Модель будет сделана в полном... Модель... Ганта, я не могу начать. i7 против мини-арта T62 от звезды. Лучшее рабочее место моделиста. Итак, ребята, всем привет, с вами снова Даша в эфире. И в этом выпуске в своей новой студии я вам расскажу о новостях модельного мира. Что нового вышло за этот прошедший месяц. Итак, поехали. А многие из показанных моделей можно найти в моем любимом интернет-магазине «Модельная лавка». На сайте действует система кэшбэков, и регулярно часть ассортимента продается по скидке. А для новых клиентов действует этот промокод, по которому при первом заказе ты получишь скидку в 200 рублей. Ну а для бывалых клиентов есть промокод Даша со скидкой в 10%. Ну и много других акций. А номинацию за лучшее рабочее место для моделиста получает кабинет Юрия Хованского. Среди всего хлама можно найти клей от Тamiya и литники от фигурок из Вархаммера. Клей от Tamiya окружен, но не сломлен, а Юрию я пожелаю как можно быстрее вернуться к своему любимому хобби. Дикая конкуренция среди украинских производителей моделей. По мнению ребят из Киева, вся возможная техника уже есть в масштабе. Так что давайте синхронно выпустим модель американского грузовичка. Мини-арт при этом бьет количеством, сразу 2 набора. В одном мы увидим грузовичок с бочками в кузове и фигуру водителя, а во втором грузовичок и сразу 3 бойца американской автомобильной роты. У i7 будет набор без фигур. У мини-арта по традиции более богатая детализация, но ценник будет заметно выше, чем у i7. Зато у нас будет выбор: модель попроще и подешевле или подороже и посложней. Выбор за вами. А ситуация уж очень непонятная. Зачем одновременно выпускать 2 одинаковых модели? Такое ощущение, что у этих фирм на аутсорсинге работает один и тот же 3D-моделист, и он решил таким образом убить сразу 2 зайцев и получить оплату за 2 раза, при этом сделав одну и ту же работу. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях, а может быть я просто чего-то не знаю. Мини-арт пакует сразу несколько своих прошлых наборов в один. В одной коробке сразу оказались трактор-ланц, прицеп и груз для прицепа. Ну и самое прикольное – это брендированность прицепа. Смотрится он очень оригинально. Также мини-арт выпускает набор с металлическими мусорными контейнерами западного типа. В России я таких контейнеров не замечала, а вы? Кто там хотел овечек? Мини-арт выпустил набор сразу с отавой из 15 овец. Так что благодаря такому набору ваши диорамы никогда не будут казаться пустынными и неживыми. Мини-арт продолжает клепать Т-34-85. На этот раз свет увидит модель образца 60-го года с опознавательными знаками вьетнамской армии. Так что фанаты Т-34, подготовьте свои кошельки. Вслед за ранней Коброй i7 выпускает новую Кобру тоже в огромном 32-м масштабе. 2 Кобры в одной коллекции, думаю, будет уж перебором. А вот большим фанатам винтокрылых машин эта модель действительно зайдет. i7 выпускает фигуру британского полисмена в 16-м масштабе. Ранее у них уже выходили фигуры полицейских разных стран мира. Так что, если есть желание, то можно собрать целую коллекцию копов. Также i7 выпустили модель немецкой торпеды в 48-м масштабе на тележке. Такая модель идеально подойдет для аэродромной диорамы. i7 выпускает модель французского танка AFCM-35, но уже с немецкими опознавательными знаками. Да, модель от предыдущей отличается только декалью. Но у i7 это привычно. i7 запаковывает в одну коробку сразу 3 вездехода вермахта – линейный, радийный и зенитный варианты. Все модели в 35-м масштабе. Ребята, мне очень нужна ваша поддержка. Расскажите об этом видео своим друзьям и поставьте лайк этому видео. Я очень хочу набрать 2000 лайков. Это меня очень сильно вдохновит. К сожалению, фирмы Kitty Hawk и Panda прекратили свое существование, и, скорее всего, их пресс-формы выкупят какие-то другие китайские фирмы. Ведь святое место пусто не бывает. К сожалению, такое происходит в мире моделизма, и это экономика, с этим ничего не поделаешь. Звезда в 35-м масштабе готовит выход модели танка Т-62, и они показали его 3D-рендеры. А это значит, что будет оригинальная разработка ребят из Лобни, а не перепак другого производителя, как я этого боялась. Так что будем ждать эту горячую новинку все вместе. В 100-м масштабе звезда выпустила модель британского танка «Валентайн». Надеюсь, у них руки дойдут до рескейла этой модели и в 35-м и 72-м масштабе. А в 72-м масштабе звезда выпустила модель британского истребителя Hurricane. Набор будет собираться без клея. Посмотрим, как это скажется на копийности модели. Также будут присутствовать декали для британских вариантов окраски и для советского варианта.
А в 144-м масштабе звезда выпустит пассажирский Boeing 757-200 с декалью авиакомпании Iceland Air. Китайцы из Hobby Boss в 35-м масштабе показали 3D-рендеры немецкой послевоенной БРЭМ на базе Леопарда. В целом это будет стандартная по качеству для китайцев модель, то есть хорошая. Также в 35-м масштабе парни из Китая выпускают очередную модель американского МРАП, но уже с кузовом пикап. А Snake Models выпустили в продажу модель советской БРЭМ БТС-2 в 72-м масштабе из смолы. В наборе также будет плата фототравления. Я модели от этой фирмы, кстати, еще никогда не собирала. Так что по качеству изделия от этой фирмы я сказать ничего не смогу. Sayata Models в 48-м масштабе анонсировали модель очередной Пантеры версии А. В нестандартном для бронетехники 48-м масштабе. Модель будет изображать машину с цимеритом, а цимерит будет выполнен в виде декали. Скорее всего, эти декали будут как некий аналог продукции Quinta Studio. Мне кажется, что это очень интересный подход. Ребята, а вам действительно нравятся Пантеры в таком количестве и вообще тема Второй мировой войны в моделизме? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. А Бордер в 35-м масштабе выпустит очередной Шерман, но выпустит и выпустит. Также таком выпустят инженерную машину Кадьяк в 35-м масштабе. Кстати, Кадьяк – это такой медведь. А вот от таком действительно приходят интересные вести. В корабельном 350-м масштабе выйдут 2 цепелина, и речь тут идет не о блюдах восточноевропейской кухни, а о немецких дирижаблях. И за такие модели таком заслуживает уважения. Что-то новенькое. Таком приоткрыл завесу тайны анонса из прошлого месяца, хотя какая-то была тайна, все и так было ясно. Таком выпустит модель экраноплана «Лунь» в 144-м масштабе. Экраноплан – это, по сути, гибрид самолета и корабля, и это очень интересная машина. Например, у «Звезды» есть модель экраноплана «Орленок». В 16-м масштабе Таком предлагает нам немецкую боевую машину «Визель». Хорошо, что 16-й масштаб продолжает развиваться. В этом месяце Таком был в ударе, и по традиции он выпустил еще один кусок линкора «Ямато» в 35-м масштабе. И это очередная орудийная башня. Скоро мы соберем весь линкор. Тему флота Таком продолжает фрегатом типа «Саксония» в 350-м масштабе. Модель можно будет сделать с полным корпусом и по ватерлинию. Чего-то в этом месяце китайцы особенно активировались. Странно. РФМ в 35-м масштабе выпускает канадскую версию «Леопарда» с милым зонтиком на башне. А Трумпетер в 72-м масштабе выпустит модель советского тяжелого танка Т-10М в 72-м масштабе. Скорее всего, с этой моделью они поступят так же, как и с другими своими изделиями в слепом масштабе. Это будет уж очень упрощенная модель. Но я надеюсь, что я ошибаюсь. Еще одни китайцы из фирмы I Love Kit выпускают в 35-м масштабе очередную модель немецкого Waffentrager и американский средний танк М3. Вале, ты ли это? А Gecko Models в 35-м масштабе выпускает модель фронтального погрузчика. Такие машины можно часто увидеть, например, на стройках в мирное время. Итальери показали в этом месяце сразу 5 новинок. В 35-м масштабе вышла модель немецкой четверки серии H с противоаккумулятивными экранами. В 72-м масштабе они отличились моделью Черчилля МК-3. В наборе будет декаль для британского и канадского, а также и советского варианта этого танка. А в 24-м масштабе выходит спорткар Jaguar XJ220. Из авиации в интересном 48-м масштабе ожидается немецкий биплан Henschel 123, а в 72-м масштабе американский военно-транспортный самолет «Спартан». Думаю, он будет классно смотреться в паре с Геркулесом от «Звезды». Комбриг в 700-м масштабе готовит к выпуску модель лайнера Луизитания из смолы сразу в 2 версиях с полным корпусом и по ватерлинию. Микромир из Днепра заявили о разработке новой модели японского бумажного самолета Mitsubishi G4M Sendan в масштабе 72 и показали рендеры. Так что готовимся, ждем. Гантаур в 43-м и 35-х масштабах выпустит сельскохозяйственные прицепные орудия. Только к чему их прицеплять? Ведь выбор масштабных моделей невелик, а может быть это намек на скорый выход трактора «Беларусь». Внезапно проснулся Эликон. Кто-нибудь помнит этого производителя моделей? Так вот, они выкатили несколько новинок в 43-м масштабе. Это 2 модели КАМАЗа 5325. После модели от ССМ изделия от Эликона в 2021 году по цене за 1800 рублей кажутся очень смешными. Эти модели по своей копийности так и остались в 90-х годах.
На пару к КАМАЗам у них выходит модель Урала бензовоза. Качество этой модели тоже не ахти, но может ностальгирующим коллекционерам такая моделька зайдет. АВД в этом месяце не порадовали нас новинками, поэтому будем собирать старые запасы. Но Кострома в июне не спала и отослала нам очень много новинок наперед. «Ласточка в смоле» выкатила на продажу футуристическую амфибию «Арго» в 43-м масштабе, а от Modelь Pro не менее футуристичный автобус КАВС 3275 увидела свет. Также от Modelь Pro выходит необычная версия «Газика». Такие машины получаются путем переделки из пожарных автомобилей с двойной кабиной. Под брендом SSM вышла странная сцепка тягач МАЗ и нехарактерный для него полуприцеп-самосвал. Очень странный месяц выдался. То Эликон выйдет на поверхность, то автолегенда СССР. И вышел эксклюзивный выпуск с моделью КАМАЗа для ралли Дакар. Если честно, модель мне не очень нравится, особенно мордочка, но она сделана уж очень халтурно. И думаю, что ребята все равно соберут свою кассу и продадут весь тираж, ведь прототип-то очень интересный. Отечественная фирма DVC подготовила 3D-модель легендарного Руссо-Балта. Модель будет напечатана на 3D-принтере и выйдет сразу в нескольких масштабах – в 35-м, 43-м и 72-м. Хасигава в 24-м масштабе выпускает модель BMW 2002 в раллийном исполнении образца 75 года на ралли Монте-Карло. А если ты фанат фильмов серии «Форсаж», то тебе зайдет эта подборка моделей от фирмы Revell. Они выпускают несколько автомобилей Доминика Торетто. Это Plymouth и Dodge Charger, а также модель Mitsubishi Eclipse, на котором гонял Брайан в самом первом своем фильме. Американцы из AMT показали гроздь новинок в американском 25-м масштабе. И это сидельные тягачи GMC, один сидельник International и седан Cadillac в виде такси для Майами. Фирма «Сталинград» выпускает набор сразу с 13 фигурами немецких панцергренадеров, катающихся на танке где-нибудь в Венгрии в 1945 году. Это действительно один из самых больших наборов из этой фирмы. По традиции топ-5 новинок, по моему мнению, и 5-е место занимает дакаровский КАМАЗ Аде Агастини. Хоть модель вышла не очень удачной, но прототип-то знаковый и интересный. А 4-е место я отдам дирижаблю от Таком. Я люблю такие редкие образцы техники. 3-е место уйдет Т-62 от Звезды. Надеюсь, у них получится классная модель. 2-е место я отдам фронтальному погрузчику от Gecko Models. Валли очень мил. А 1-е место в сегодняшнем выпуске займет модель Руссо-Балта за знаковый для России прототип модели. И это были, пожалуй, все интересные новинки этого месяца. Так что оставайтесь в курсе новинок и подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте ставить лайки и напишите в комментариях, какая модель тебя заинтересовала больше всего. А я пошла делать свою очередную модель. Так что увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока. Бум. Где мои кисточки?